Всем привет! Сегодня приготовим кофейные муссовые пирожные под карамельной зеркальной глазурью. Если вам интересно, смотрите дальше. Молоко с кофейными зернами надо подогреть, пока начнут вариться, потом накрыть и оставить примерно на 10 минут, чтобы молоко впитало в себя кофейный аромат. Вот уже видно, молоко стало такой карамельный цвет. Процеживаем молоко. Кофейные зерна нам больше не понадобится. К молоку добавляем белый шоколад. Перемешиваем, чтобы растопился шоколад и объединился с молоком. Шоколад полностью растворился, объединился с молоком. Взбиваем сливки до мягких пиков. В шоколадной массе добавляем взбитые сливки. Перемешиваем до однородности. Забыла про желатин. Но главное, что вспомнила. Добавляем набухший растопленный желатин. Конечно, лучше его добавлять к шоколаду, но большой разницы не будет, если добавить в этом этапе. Главное, не забыть вообще его добавить. У меня так один раз было. Заморозила и вспомнила, что к массе не добавила желатин. В форму наливаем немного мусса. Ставим бисквит. По желанию можно заварить кофе и добавить какой-нибудь алкоголь, ликер для аромата. Сейчас нам надо немного пропитать бисквит. Наливаем сверху еще слой мусса. Если мусс жидкий, то можно каждый раз, как налили слой мусса на бисквит, можно поставить немного в морозилку, чтобы схватился. Вот я смотрю, бисквит поднимается, немного жидковатый мусс. Сейчас поставлю в морозилку, чтобы следующий слой красиво лег. Вот, мусс подморозился. Можем наливать следующий слой. Каждый слой я делаю достаточно тонкий, так как бисквит тоже очень тонкий слой. Замораживаем пирожные на 12 часов. Приготовим карамельную глазурь, пока наши пирожные в морозилке. Берем желатин, замачиваем в воде. Из сахара нужно сделать сухую карамель. Просто поместить в сотейник с толстым дном на средний огонь, ждать, пока сахар расплавится. Карамель наливаем на силиконовый коврик и охлаждаем. Когда карамель полностью остыла, помещаем в блендер или кофемолку, и карамель нужно перемолоть в пудру. В сотейник наливаем воду, добавляем глюкозный сироп. Туда же добавляем карамельную пудру и доводим до кипения и ждем, пока карамельная пудра полностью растворится. Карамельный сироп снять с плиты, добавить сгущенное молоко и набухший желатин. Добавляем белый шоколад и перебиваем блендером до однородного состояния. По желанию можно добавить пищевое золото, кондурин. Перебиваем блендером все до однородного состояния и остужаем нашу глазурь до примерно 25-32 градуса.
Первым делом подготавливаем зеркальную глазурь, проверяем температуру не выше 32 градусов, чтобы она была. И только потом подогреваем леопард. Леопард используем 70 градусов. Достаем из морозилки пирожное, наливаем глазурь. Как работать с леопардом я показывала в одном из предыдущих видео, оставлю ссылку. Я глазурь наливала первое пирожное 32 градуса, а на оставшееся я уже наливала, когда глазурь остыла до 30 градусов. И советую я использовать только приготовленную глазурь 30 градусов. Если она постояла в холодильнике, стабилизировалась, то тогда можно использовать 32 градуса. Глазурь вышла очень зеркальная, красивая, и даже на второй день она как была зеркальная, так и осталась. И леопард на ней тоже очень хорошо и выглядит, и стабильно держится. Показываю разрез еще не полностью размороженного пирожного. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты.